Друзья, всем привет! Сегодня будет кровянка. Вот такую вот домашнюю колбаску кровяную я приготовил сегодня и хочу поделиться с вами рецептом. Такие себе кровяные сардельки. Готовить я ее буду на сухой дегидрированной крови альбумине, но результат меня вполне порадовал. У меня на канале уже есть кровянка с гречкой, ну а сегодня для вас я подготовил классический вариант. Вот такая прекрасная колбаска у вас получится в результате. Итак, друзья, сегодня для кровяной колбасы я взял такой набор ингредиентов. Это свинина, это лопатка, нежирная, здесь 1 килограмм мяса, порезано под мясорубку, слегка подморожено. Значит, у меня альбумин, сухая кровь дегидрированная, здесь 200 грамм, и молоко, жирность 2,5, значит, здесь у меня 600 миллилитров, то есть разводим 1 к 3. В этот раз я взял манную крупу, у меня на канале есть рецепт с гречкой. Сегодня у меня для наполнения будет манная крупа, здесь из расчета 60 грамм на 1 килограмм мяса, здесь 120 грамм. Ну, как всегда, лук обжаренный, репчатый. Здесь я взял 150 грамм из расчета 75 грамм на килограмм. Чеснока, здесь у меня 30 грамм из расчета 15 грамм. Здесь у меня аспик. Это желатин. Из расчета 10 грамм на килограмм, здесь у меня ровно 20 грамм. Ну и посолочная смесь вместе со специями. Я сразу буду солить фарш вместе со специями, буду вносить. Все буду вымешивать и набивать буду оболочку. Посолочная смесь из расчета 2% соли на мясо плюс альбумин. И здесь у меня сахар 2 грамма на 1 килограмм. Соль нитритная, содержание нитрита натрия 0,6% пополам с поваренной. Здесь у меня еще 0,5 грамма аскорбата натрия с жира. И специи в составе перец черный молотый 2 грамма. Кориандр 2 грамма из расчета на 1 килограмм фарша. Ну и в качестве колбасной оболочки сегодня я буду использовать говяжью натуральную череву. Это колбасная оболочка диаметром 42-44 миллиметра. Эту колбасную оболочку натуральную я получаю спонсора моего канала, интернет-магазина Craft Store. Отличного качества натуральной оболочки вы можете посмотреть на сайте интернет-магазина Craft Store. Огромный выбор колбасных оболочек и все, что необходимо для домашнего крафта. Делая заказ на сайте интернет-магазина Craft Store, вы можете воспользоваться моим промокодом и при оформлении заказа ввести слово Food Court. И вы получите 3% скидки на любой ассортимент и независимо от суммы вашего заказа. Вот в таком виде поступает оболочка, она соленая. Срок хранения такой оболочки в холодильнике 12 месяцев при температуре от 0 до 5 градусов. Сейчас я разведу альбумин молоком, дам ему настояться минут 40. Мясо я перекручу на мясорубке с решеткой диаметром 5 мм. Лук и чеснок я перекручу на решетке с диаметром отверстия 3 мм. Ну и вымешаю фарш в тестомесе и затем буду формировать уже кровяные сардельки. Теперь я буду разводить альбумин. Альбумин – это сухая дегидрированная кровь, отличный материал для приготовления кровяных колбас. Он очень такой мелкодисперсный. Разводится он в пропорциях 1 к 3, 1 к 4. То есть на одну часть альбумина я добавляю 3 части молока. Обычное молоко жирностью 2,5% комнатной температуры. Вот так, вливая тоненькой струйкой, размешивая венчиком, я вымешиваю такое жидкое тесто. После вымешивания необходимо, чтобы альбумин набрался влаги, разбух. На это уходит примерно 30-40 минут, я дам ему постоять. Пока альбумин набухает, я перекручу мясо на мясорубке. Мясо чуть подморозил, примерно где-то до 0 плюс 2 градусов. И через решетку с отверстием 5 мм я перекручиваю мясо в фарш. Затем я меняю решетку мясорубки, ставлю с отверстием 3 мм и перекручу обжаренный лук и свежий чеснок. Для того, чтобы полностью протолкнуть лук и чеснок сквозь решетку, я взял немного
фарша и пропустил его уже в завершении через эту мелкую решетку. Таким образом я получил все, что хотел, без остатка. Затем я вношу соль, подсолнечную смесь и специи. И здесь же на этом этапе я вношу желатин. Это аспик у меня 270 блем высокой плотности. После желатина я вношу манку. Желатин и манка, они сделают колбасу вот той консистенции, вот той эластичности, которую я хочу получить. Они впитают в себя влагу, они ее удержат, и структура колбасы будет однородная и ровная. Ну и теперь я минут 5-7 тщательно вымешиваю фарш со всеми внесенными ингредиентами. Ну и теперь я вношу уже настоявшийся альбумин. Вот такой консистенции получился у меня альбумин после того, как он настоялся примерно 30-40 минут. Консистенция такой густой сметаны. Если вы развели альбумин в пропорциях 1 к 3, то есть одну часть альбумина на 3 части молока, и после набухания он у вас достаточно густой, можете добавить еще одну часть молока, то есть у вас получится консистенция вот такая в пропорциях 1 к 4. Ну теперь осталось только тщательно вымешать фарш, то есть смешать альбумин с мясной составляющей. На это уходит примерно 10-15 минут тщательного вымешивания до однородного состояния. Фарш готов, теперь необходимо проконтролировать температуру. Это очень важный этап. Для того, чтобы не получить бульонно-жировой отек, температура не должна превышать 8-10 градусов. Теперь я переместил фарш в колбасный шприц, у меня вертикальный 5-литровый, и буду набивать колбасную оболочку. У меня говяжья черева, диаметр где-то 42-44 мм. Фарш я набил не очень плотно, поскольку при тепловой обработке, при варке манка и желатин они разбухают, ну и разбухает альбумин. Теперь я формирую вот такие вот короткие колбаски, такие вот сардельки кровяные, и фиксирую их колбасным шпагатом. Ну и теперь я взял обычную зубочистку, и там, где остались пузырьки воздуха, я накалываю колбасную оболочку для того, чтобы убрать воздушные пустоты, ну и для того, чтобы колбаску не порвало в процессе тепловой обработки. Теперь я оставлю колбаски отепляться на часик при комнатной температуре и проведу тепловую обработку. Тепловая обработка будет проводиться в воде путем варки. 12-литровая кастрюля, на дне там решеточка, и температура воды где-то примерно 30 градусов. Я помещаю туда кровяные колбаски. Сейчас температура воды 30 градусов, и на медленном огне будем нагревать воду до температуры 68-70 градусов. При достижении температуры где-то воды 60 я воткну щуп в сардельки кровяные, буду замерять уже температуру внутри изделия. Прошло примерно минут 30, может быть 35. Температура на медленном огне достигла 60 градусов. Это вода. И сейчас я вот этот уже щуп поставлю
внутрь сардельки и буду замерять температуру внутри изделия. Температуру буду доводить до 68-70 и буду держать примерно в этих пределах, ну не больше 75, чтобы не перегреть. И до температуры внутри изделия 68 градусов. Сейчас внутри кровяной сардельки 55 градусов, температура воды 61,5. Вот таким образом я буду контролировать процесс тепловой обработки. Температура воды 69 градусов, почти 70. Прошло, наверное, еще 30 минут, может быть чуть меньше. И температура внутри изделия 66 градусов. Я думаю, еще минут 15-20 температура будет 68. Я подержу минут 15 на этой температуре. При температуре воды 70. Ну и по достижению 68 градусов можно будет провести этап душевания. Резкое охлаждение в холодной воде проточной. Сейчас 69 градусов. Необходимо сбросить температуру до 32-34 и закинуть 12 часов в холодильник на стабилизацию. Ну а завтра будем дегустировать. Кровянка провела 12 часов, наверное, больше 14 в холодильнике. При температуре 4-6 градусов она стабилизировалась. Вот такая она уже плотная. И сейчас мы проведем ее дегустацию. Да, вот такого эффекта я хотел именно добиться, что при разрезе кровянка не рассыпалась. Все-таки манка и желатин сделали свое дело. Натуральная оболочка говяжья отходит замечательно. Ну, в принципе, при тепловой обработке путем варки в воде другого и не могло быть. Текстура у колбаски такая нежная. Все-таки альбумин — это прекрасный заменитель натуральной крови. К сожалению, у меня нет такой возможности брать здесь на острове натуральную кровь. А вот альбумин. Ну и на вкус я вам скажу, что это вот то, что я хотел. Натуральный яркий вкус кровянки. Манка абсолютно не чувствуется, ее нет. Колбаска получилась сочная. Легкий привкус чеснока. Чуть-чуть есть перчик. Ну, в общем, вкус классической кровяной колбасы. Все получилось. Ну что, друзья, если вам понравился этот рецепт классической кровянки на альбумине, не забудьте поставить лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Food Court. Жмите на колокольчик, и вы всегда будете получать уведомления о всех новых рецептах на моем канале. До новых встреч, дорогие друзья!